Что для вас прозвучало важно? Пятый фактор, не вспомнили. Интересно на нем Завтра хорошо? Все факторы под завтра. Очень важно делать оценку, that explains them better, that you actually can use with your kids and use for an adult. Окей, есть система оценки, которая работает даже лучше этого. Вы можете использовать ее с детьми и взрослыми. I'll pull it off and make sure that you get it. And Dima? И я поделюсь ею с вами. Not in there. See where we can get it printed before tomorrow. И посмотрим, может быть, до завтра мы даже сможем распечатать. And then it's something you can actually use. It's a good assessment tool. So it has 10. I didn't see you there. Good catch. Speak up. Can we get something printed before tomorrow? Да, то есть до завтра мы распечатаем. Там очень хороший инструмент оценки, который вы сможете использовать. And it'll delineate the factors better than I have them here, so it'll be real helpful for you. И там факторы раскрыты намного лучше, чем я тут записал. So I should give you, Sasha, a choice of a pencil since it was your idea. Вы можете выбрать карандаш. Thank you. Good. Good. Anyone else have any ideas or any thoughts? Идеи, факты, что-нибудь еще? Go for it. I can see it's right there on the tip of your tongue. Я вижу, что там что-то у вас напрашивается, да. Нет, я могу только сказать, что эмоционально, материнским языком доступно, и вот цветом, да, в цвете все еще раз прошли эту пирамиду. То есть настолько вот как-то с разных сторон все это было рассказано. Плюс еще мы пережили травму так эмоционально. То есть это такая подача материала великолепная. Спасибо. Очень радуюсь. Вот это запоминается. Это работает. Great, thank you. I appreciate that. Thank you. That's very helpful information. Thank you. Anyone else? I've got 3 pencils left. Еще, может быть, еще 3 карандашика осталось. Блестящие. This is called bribery. Взятка это называется. Anyone? Кто-нибудь? Вот эта вот ситуация с змеями мне напомнила, у нас поговорка такая есть. Обжегшись на молоке, дуют на воду. То есть, когда что-то вот похожее, пугающее, ведешь себя примерно таким же образом. Exactly, absolutely, and that's so powerful. Это правда, и это реально очень сильно влияет. Arina. Good. 2 more. Anybody else? А еще 2 карандашика, если что. All right. They're close to bribery. Потому что люди, которые в этой сфере работают, у нас к взяткам очень не закрыты, так что... Okay. Yeah. All right. I need someone who will write for me in Russian. Нужен человек, который смог бы записать для нас кое-что на русском языке. Okay, Katya. Good. Катя, подойдешь. What I want to do next. Что мы сейчас делаем? I don't want you to do anything. Yeah. All right. This one, which one do I want to give you? Выбирай. You want the blue one? Okay, that's good. When we're working with children, Когда мы работаем с детьми, it's important that we understand the neurological effects on them with respect to attachment. мы должны понимать, как неврологически на детей что воздействует. So when we look at neurobiological effects on attachment, we're going to look at a cycle. Поэтому и тоже мы поговорим о привязанности. Когда мы говорим о невробиологической реакции на привязанность, If you would write need on that line. Нужда, потребность. And so the way we're going to start this cycle is we're going to look at every child has needs. Есть несколько кругов, и когда мы начнем о них говорить, нужно понимать, что у любого ребенка есть потребности или We all нужда. have needs. У каждого из нас есть потребности. And we can look at those needs relative to our development, social, emotional, physical, intellectual. И когда мы говорим об этих потребностях в связи с развитием, то есть эмоциональным, интеллектуальным, социальным, When a need is not met, когда наша потребность не восполнена, or when we want to meet a need, или когда мы нуждаемся в восполнении потребности, what we do is we exhibit a behavior. So we write behavior.
тогда мы проявляем определенное поведение. Okay. So, for example, let's take a little newborn baby. Например, новорожденный младенец, Brand new baby, прям совсем and маленький, the baby starts crying. и малыш начинает плакать. That's the behavior. Это поведение. What might be the need that that baby's expressing? Какова может быть нужда, которую ребенок, младенец пытается таким образом проявить? Simple. Просто. Wants to Кушать, eat. спокойно. Give me food. Give me food. Wow, 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 wow. Приготовить. Or he's wet, he's cold. Wow, 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 wow. So the baby's То behavior есть холодно или голодный, то есть поведение ребенка is expressing a need. проявляет его потребность. So what we see here then in И что that тогда получается? is we see that this behavior Мы видим, что поведение is only talking about this. всего лишь рассказывает нам о нужде. So, baby gets fed, what happens? Ребенок поел, что происходит? Baby's happy. So- What happens next Что происходит дальше? is that when this behavior surfaces, the baby cries, Что на поверхности то, что мы видим как the поведение, caregiver responds. то есть на So did you это write response there? реакция или ответ. То есть опекун реагирует на поведение. So the caregiver responds. And so what the caregiver is doing, what the parent is doing, the parent feeds the baby. То есть родитель, он кормит ребенка. Okay? And when the baby is fed, what ends up happening is that baby is fed and the child experiences satisfaction. И когда ребенка покормили, у него есть удовлетворенность, и он успокаивается. The baby's satisfied, the baby feels great, То есть ребенок удовлетворен, ему хорошо. baby relaxes. Ребенок расслабляется. So we see the baby was hungry, То есть ребенок был голоден, the baby's language was crying, языком, которым он высказал это криком, плачем, the я parent голодный. says, I think my baby's needs to eat, Родители отреагировали, кажется, мой Feed ребенок my хочет baby. поесть. Я кормлю ребенка, the baby relaxes, ребенок успокаивается. and what happens? The need is met. Что происходит? So Потребность the удовлетворена. baby then begins to feel trust in the caregiver, trust. То есть у ребенка возникает доверие к тому, кто о нем заботится. So meeting the need Поэтому, когда мы восполняем потребность, builds trust. это выстраивает доверие. And trust equals attachment. А доверие приравнивается к привязанности. This is how attachment is built. Вот так выстраивается привязанность. Okay? So when this is done consistently, regularly, what's happening? The child is beginning to feel safe with that adult. И когда это происходит постоянно, когда это повторяется, что происходит? Ребенок начинает себя чувствовать в безопасности с этим взрослым. Now this is important. И это очень важно. We want children to feel safe. Мы хотим, чтобы дети ощущали себя в безопасности. One strategy is to meet needs. И одна из стратегий по достижению этого Food. это восполнить потребности. Еда, Clothing, одежда, shelter, убежище. predictable routines. Sorry? Predictable routines. То есть предсказуемость, такая предсказуемая будничность. Да, рутина. Those are things to do. Это то, в чем ребенок нуждается. So no matter what the child is saying, Неважно, что говорит ребенок, no matter how the child is acting, неважно, как ребенок себя ведет, when we listen to the need, когда мы прислушаемся к the его нуждам, child needs to feel safe. ребенку нужно чувствовать себя в безопасности. And we see parents responding by meeting those physical, emotional, social, intellectual needs, И мы видим, что родители обычно реагируют, восполняя эти физические, эмоциональные, интеллектуальные, regardless of how the социальные child's нужды, behaving. вне зависимости от того, как себя ребенок The ведет. child's beginning to get predictability in their life, they're beginning to build safe trust. У ребенка появляется какая-то предсказуемость жизни, у него выстраивается доверие. Make sense? Нормально, разумно, да? We've had, and maybe you too, well done, thank you. Спасибо, Катя. We've had the opportunity here, you should get a pencil. У нас есть возможность, Катя, себе карандаш. We've had the opportunity in many different countries of going into baby houses. Во многих странах у нас была возможность посещать детские дома. Where there are great big cribs, you've seen these, I'm sure too, maybe. Наверное, дома малюток
Да, где, where there might be 10 babies in there. где такие большие, ну, что-то там, да, Babies где are all 10 swaddled. детей. Все They're all дети swaddled. Babies like to be swaddled. Да, дети любят, когда их запеленали, It feels very much like the womb. It feels good. вот, им комфортно так. And sometimes I like to be swaddled. Ну, честно говоря, иногда и мне нравится, когда меня заманивают. But anyway, babies are swaddled. And babies can be wide awake and be quiet, not a sound coming from them. Вот, и дети лежат, и очень тихо лежат, вообще ни звука. Isn't that strange? Не странно вам это? It's very strange. Очень странно. The reason is strange, and you know why. Причина, почему это странно, вы знаете ее. Because these babies have cried in the past, Потому что эти дети плакали, кричали, плакали раньше, but the need was never met. но их нужды не восполнялись через это. So their language Поэтому их язык, of crying язык это их was речь, never это responded плач. to. На него никогда не отвечали. So as a result, what ended up happening, Поэтому что получилось в итоге? because caregivers fed them at certain times and changed them only at certain times, Поскольку те, кто за ними присматривают, кормят их в определенное время и пеленают их в определенное время, they never looked at the caregiver они никогда не смотрят на того, кто проявляет к ним заботу. as a person that they could trust to be dependable to meet the need. Они никогда не воспринимают этого человека как того, кто заботится о них, и как тот, кому можно доверять. You're going to look at a child later today. Her name is Maya, either today or tomorrow. Сегодня или завтра мы поговорим о ребенке, которого зовут Майя. Очень хорошо она показывает. All right, this is a beautiful cycle. Красивый круг. We need to teach our parents this cycle. Нам нужно научить родителей обучить вот этому And in кругу doing идти. that, the parent will ask you, I guarantee, И когда вы будете это делать, я вам if гарантирую, I'm что only родители meeting needs, зададут вопрос. Если я what do I только, do about behavior like breaking a window, hitting a child? если я только восполняю нужды, то что мне делать с поведением, когда, например, ребенок бьет стекло, разбивает стекло? We're going to teach our parents. Мы должны научить родителей. We're not going to punish kids. Мы не наказываем детей. Now that sounds strange. Звучит странно. What we're going to do is we're going to discipline them. Что мы делаем? Пытаемся сделать детей дисциплинированными. But discipline in the context of meeting needs. Но дисциплинировать мы должны их в контексте восполнения потребностей. You break a window, Ты разбиваешь стекло, you may have to work to pay for that window. возможно, тебе надо поработать, I'm чтобы teaching. заплатить за teaching. постановку этого I'm стекла. teaching. Discipline is Я teaching. учу. Дисциплина это всегда Punishment is to get обучение. even. It's to hurt the child. It's to inflict pain. Наказание направлено на то, чтобы повредить ребенку. And it doesn't work. И это не работает. It controls behavior for a moment, but it doesn't teach new behaviors. Это контролирует, помогает контролировать поведение на какое-то время, но это не исправляет, и ребенка не And I исправляет. will tell you, in some cultures, this is a difficult concept. И я могу сказать вам, что в некоторых культурах эта концепция воспринимается We очень teach a сложно. lot in India. We're in India a lot. Мы очень много времени проводим в Индии и много там преподаем. And in India, every behavior is dealt with by hitting, И в Индии shaming, на любое shaming a поведение реагируют, ребенка бьют, его унижают, isolating a child, ребенка pushing them изолируют, away from you. отталкивают. So those are all hurtful. They want the child to feel pain. И все это очень болезненно. Родители хотят, чтобы ребенок ощутил боль. I want the child to feel that they can do things differently. Я же хочу, чтобы дети могли осознать то, что они могут вести себя по-другому. Они могут делать более правильный, лучший выбор. So for every discipline, Поэтому любая дисциплина, I'm going to look at how I also can partner that discipline with a way to meet that child's need. используя любую дисциплину, я всегда Two смотрю, strategies. как это связывается с нуждой ребенка. Strategy, discipline to teach, sometimes needed, Две стратегии, то есть Not использовать always. дисциплины, чтобы научить, иногда нужно, не всегда, and always И to meet всегда. a need. восполнять потребности Always. ребенка. Sometimes, То always. есть дисциплина иногда, восполнение All right, потребностей всегда. now, let me show you what I see. Has anybody got a red marker? I like a red one. Есть красный маркер, может быть. Is there a red one out Я there? очень люблю красные маркеры. Okay, good. On a red. Is it red one? That's red enough, that's right. Достаточно красный. Here's the dysfunctional cycle, Круг дисфункциональности. okay? The child misbehaves. Ребенок себя Parents плохо upset. ведет, родители расстроены. The child, let's make this an 11-year-old boy. Например, мальчик 11 лет. And what happens, this 11-year-old boy hit his brother
Что происходит? 11-летний мальчик бьет своего брата. Was outside and threw stones at his sister and caused her to have a little mark and she's bleeding. Бросается камнем в свою сестру, рассекает ее бровь, у нее начинает течь кровь. Parent says, that's wrong, you're not allowed to do that. Родители говорят, это неправильно, так делать нельзя. Go to your room. Иди к себе в комнату. Child says, sure, I'll go to my room because I hate you. Ребенок отвечает, конечно, я пойду в свою комнату, потому что я тебя ненавижу. Parent says, don't talk to me like that. Родители говорят, так со мной не разговаривай. Child says, you deserved it. Ребенок говорит, а вы так заслуживаете этого? Parent says, that does it. You're not allowed to ride your bicycle now for a full week. Родители говорят, ах так, значит ты не будешь на велосипеде неделю кататься. Child says, I hate the bicycle. Take it. I don't want it anyway. Ребенок говорит, а я ненавижу велосипед, заберите Parent вообще. says, okay, I've got the bicycle. Родители говорят, хорошо, мы забираем велосипед. And I'm telling your father. И я еще отцу твоему расскажу. Child says, I don't care. I don't like him either. Ребенок говорит, мне наплевать, он все равно мне не Do you нравится. see what's happened? Видите, что происходит? We have a very dysfunctional cycle going on here. Круг получается дисфункциональным, он не работает. Very dysfunctional. Очень Only разрушен. related to behavior И это связано только с and поведением. reactions from the parent. То есть поведение, реакция. No planning to meet needs. Никакого внимания, Child does нуждам. not feel, Ребенок не чувствует. and the child does not build trust. То есть он не чувствует удовлетворенности, и у него No не ставится доверие. Никакого доверия. No satisfaction. Никакого удовлетворения. No understanding of what that behavior meant. Никакого понимания того, что же значит это поведение. And what we've done is we've destroyed relationships. Что мы только что сделали? Мы разрушили отношения. And our problem is with many of our adoptive families. И проблема, которая встречается во The многих only семьях, thing they've learned, которые усыновили дочерей детей, они только научились misbehavior, в следующей схеме. Плохое поведение, punishment. наказание. Misbehavior, Плохое поведение, Punishment. наказание. we have to help them to understand. Мы должны помочь им понять. This is not bad behavior. Это неплохое поведение. This is behavior that is coming from a child who's been traumatized, that is Это into survival mode. поведение, которое является результатом того, что ребенок пережил через травму, и он находится в режиме And what выживания. they need to do is they need to meet the need. И что нужно, это восполнить потребности. And when they meet the need, what happens is that they then, И когда они восполняют Begin to потребности, build trust. начинается and выстраиваться that's when they доверие. see behaviors change. И это то, когда мы начинаем замечать изменения в Make поведении. sense? Разумно это, логично. Okay. I love this. Мне это очень нравится. I've taught it all over the world. Я обучала этому I've по всему gotten миру. all kinds of feedback when people have taught it to others how important it is И у меня очень много обратной связи на тему to того, begin to look насколько at это помогало behavior людям. differently. Какие изменения происходят, когда мы начинаем по-другому воспринимать поведение. Do I have any questions? Вопросы, может быть, сейчас есть? So when we look at our kids, Когда мы смотрим на своих детей, everything that is happening with them is a serve and response. It's a back way, two-way communication. все, что происходит между нами детьми, это что-то даем и получаем реакцию. They serve a behavior. То, что они нам подают, это поведение, We respond. мы получаем ответ. We serve a behavior, Мы подаем определенный тип поведения, and they respond. они реагируют. What we want to recognize is that we as the adult have different responsibilities than the child. Нужно понять, что есть разное понимание ответственности в ребенке. And we have 3 goals. И у нас есть 3 цели. What are they? Какие цели? So like 3 goals. What? We have 3 goals. We want our parents to move out with 3 goals. 3 goals То for this есть у child. родителей есть 3 цели в отношении детей. Безопасность. Safety. Safety, trust, permanence, and welfare. And well-being. Absolutely. Those are our 3 goals right here. Да, Right? 3 наших цели, все правильно. Внизу они там можно подсматривать. And so this is what we're trying to help our families see. Now, I'm going to show you a video. Сейчас я вам покажу видео. And in this video, unfortunately, this is our cycle. И вот это. Well, Lynn's going to put that up here after a bit. Да, потом Лина расскажет еще. I should explain this here. These are excitatory hormones. When a child is not getting their needs met,
Это возбуждающие гормоны, когда у ребенка не восполнены потребности. It releases a chemical reaction in their body. Это запускает определенную химическую реакцию в организме. Stirs the child up, gets the child a little bit anxious perhaps, it agitates the child a little bit. Ребенок начинает тревожиться, начинает чувствовать беспокойство. When the need is met, Когда его потребность it восполнена, also brings hormones into the body and releases это chemicals. также приводит к выработке гормонов в And организме. what those chemicals are inhibitory hormones. Что это за вещества? Это ингибиторы, Things like endorphins. типа эндорфинов. So they're good chemicals. So the chemicals help you feel better, to feel То happier. есть хорошие гормоны, которые помогают себя хорошо чувствовать. These chemicals, these here, are those ones that you don't feel so very good. То есть эти гормоны, они дают неприятные ощущения. And those are feel-good chemicals. Эти помогают чувствовать себя хорошо. And when we look at this is the cycle that I just put up here as well. И мы можем посмотреть там вот этот круг, о котором мы только что говорили. Okay. Рисовали. I want to show you the video, then we're going to take a break. Сейчас мы посмотрим видео, а потом у нас будет перерыв. This video is about serve and return. Это видео о, подача и ответ, And it's only about 1 minute, a minute and a half. It's a very short video. короткая, минута, полторы минуты. And in looking at this video, И когда мы будем его смотреть, okay, they're on. And looking at this video, I want you to recognize, I think it's an unethical video. Прежде всего хочу сказать, что видео это не этично. Unethical experiment, I should say, not video. И Unethical эксперимент experiment. этот не этичен. This experiment was done in the United States in a laboratory with a baby and the mother. Этот эксперимент проводили в лаборатории в США между матерью и ребенком. In which the baby and the mother had a very good relationship. Между мамой и младенцем были хорошие отношения. And the experiment was to show the serve and return. И эксперимент был направлен на вот это подачу, реакцию. So where mother makes a gesture, baby responds emotionally to it. Если мама что-то отдает, как ребенок эмоционально реагирует на это. And then the opposite, when the baby serves, the mother responds. И наоборот, если ребенок что-то, дает какую-то подачу, как мать So реагирует. they filmed that. They filmed mom's face, they filmed baby's face. Поэтому они сняли лицо ребенка, Then сняли лицо матери, they asked the mother to turn away а потом они попросили отвернуться, and to turn back and to keep a very straight face а потом обернуться назад и такое очень строгое лицо сделать. and to not respond to the baby at all. И не реагировать на ребенка вообще. And watch the baby and the interaction of the baby. The baby was served, the mom did not return. Watch the trauma and the stress that came about in the baby. Посмотрите на реакцию ребенка, когда он что-то маме отдает, и нет реакции со стороны матери. You may have seen this video. Возможно, вы видели это видео. It's on YouTube. It's out there. You can download the video. На YouTube есть, его можно скачать. I have cut the video out of the bigger presentation, so you only got just a little piece of it. Я обрезал это видео, You'll have чтобы вы access видели to только that. маленький кусочек, но вы можете найти полную версию этого And видео. it's a real important one, I think, we show our families. Я думаю, что это очень важно понимать, как работать с нашими семьями. As long as the speakers work and the video works, we're good to go. Колонки работают, видео есть. Okay, so we'll look at the video. Все видео, слова, которые переводятся, представьте годы смущения. The baby served everything that the baby had in the past experienced return from the mother. То есть ребенок делал то же самое, что раньше, ожидая реакции от матери. And you notice when the baby turned back around and mother turned back around and she had a still face. Did you see the shock of the baby? Видели реакцию ребенка, когда мама отвернулась, и потом была с The таким baby лицом. looked up, Ребенок начал смотреть away вверх, from the face, не смотреть на and then лицо came мамы. back down and expected to see the mother back to normal. А потом он посмотрел вверх, а потом снова посмотрел на маму, надеясь, что она будет как Baby обычно. pointed, И ребенок начал показывать mother пальцем. didn't pay attention. Mama не Baby tried реагирует. clapping, Он начинает mother хлопать, didn't pay attention. мама не реагирует. Baby tried to self-soothe. Ребенок начинает кусать себя. You know, it didn't work for the baby because you look back at the mother was still with a still face. Мама все равно ни на что не реагирует. Baby looked over his shoulder to the cameraman. Ребенок начинает смотреть на камеру. Like, what's going on here? I don't know. I don't know this environment. Я не знаю, что When the baby's mouth opened big, it's a scream. И когда ребенок реально начинает кричать. And finally, the baby just simply lost control.
И потом ребенок просто перестает себя контролировать. 1 year later, they came back to this laboratory Через год они вернулись в эту to лабораторию, continue more experimentation. чтобы продолжать эксперименты. When 1 year later, 1 year older, this little one came to the doorway of this laboratory, Когда через год этот малыш пришел к двери лаборатории, the baby went hysterical. у ребенка случилась истерика. Hysterical. What is it saying? О чем это говорит? That one episode, they probably took a whole day to film it. I don't know how long they took to film Один it. эксперимент, я не знаю, сколько Because снимали, first they wanted. возможно целый день. But the baby remembered, Но ребенок помнил. imprinted in their brain. То есть это отпечаталось в его мозгу. I think it's a good video to show our families. Я думаю, что это хорошее видео, которое стоит показывать I'm семьям. really sorry they did this experiment on this baby. Мне очень жаль, что это эксперимент, что I think ребенку the пришлось пережить experiment этот is эксперимент. unethical, Опять же, я считаю, что это неэтичный эксперимент, but we can learn from it. но мы из него мы можем So you'll get this video, обучаться. so you'll have this video that you can use any way you want to use it, То есть okay? у вас будет это видео, вы тоже Alright. сможете его использовать. It's break time. Сейчас время So go перерыва. talk about video, talk about anything you want to talk about, but come Идите, back in 15 minutes. Поговорите о видео, о чем еще хотите, через 15 минут мы снова встретимся. Okay. Начинаю работать. I want to go over with you the effect of trauma and what happens when a child experiences trauma. Хочу с вами немного поговорить об эффектах травмы, что происходит, когда ребенок сталкивается с травмой, Especially related to the brain. особенно в отношении мозга. So when a child is experiencing brain, there's all kinds of things that happen. Hormones, chemicals begin to flood the brain. То есть, когда ребенок проходит через сложные обстоятельства, гормоны, кровь, много чего происходит в теле. And essentially that flood of those chemicals and those hormones is that it is absolutely going to alter what would be normal brain chemistry. И учитывая этот поток веществ, который течет ребенка, это, как правило, изменяет нормальные процессы, которые обычно в норме происходят. And the science is showing that also what it does is it damages the nervous system. И также данные показывают, что это наносит ущерб системе нервной. And as a result of that, what ends up happening is that the child's body, their own ability to manage their stressors is reduced and hindered. There's a barrier that stops them to be able to manage that. В итоге даже физиологически ребенок оказывается неспособным противостоять стрессу. Now, here's where we're going to go with this. И вот что мы из этого возьмем. It's not that the child won't behave. Дело в том, что ребенок не хочет себя вести так. And act the way the parent wants. И там может вести так, как родители хотят. The child can't. Вопрос в том, что ребенок не может. The child doesn't have the ability. У ребенка нет They are способности. walking around in the survival part of their brain. Они живут зациклены на этой части мозга по выживанию, Look которая at this. занимается выживанием. This is absolutely hard to imagine. Посмотрите на этот последний тезис. That children who have been traumatized, children and adolescents who have been traumatized, Дети и подростки, которые пережили травматический опыт, that when they've been tested, their stress hormone levels have been tested, когда проводились исследования их уровня гормонов в стрессе, that there is absolutely what they see in combat veterans. это то же самое, тот же уровень гормонов, который видят у ветеранов, вернувшихся с войны. Isn't that scary? Не пугает вас такой I факт? mean, I think of combat veterans and I think of post-traumatic stress disorder. То есть, когда я думаю о ветеранах, я думаю о постстрессовом травматическом расстройстве. I mean, it just makes sense for Есть, what they've gone through. да, то есть это, в принципе, логично, учитывая, через что им довелось But пройти. now I'm learning that in the brain science research, Но сейчас оказывается, что исследование мозга, and specifically looking at the stress hormone levels of children и and особенно those of combat veterans, при сравнении уровня стресса и гормонов при стрессе у ребенка и у людей, вернувшихся после войны, оказывается, что это одни и те же показатели. and what do we know about PTSD? Что мы знаем о ПТСР? We know that there are behavioral challenges. Мы знаем, что это приводит к изменениям в поведении. We've heard PTSD persons who say, I can't manage this, I can't control this, this is out of my hands. Мы знаем, что люди с стрессовым травматическим расстройством говорят, я просто не могу ничего с этим сделать, я не могу справиться с этим, я по-другому не могу себя вести. Right? Okay. Now,
I'm going to give you a little lesson on the brain, then I'm going to show you two brains. Сейчас маленький урок о мозге. Сейчас мы видим два мозга. How many of you know Dr. Dan Siegel? Кто из вас слышал о докторе Дэне Сигале? Okay, he's a good person to watch on YouTube. Очень человек, которого могу посоветовать вам следить за тем, что он выкладывает на YouTube, и в случае, если вы понимаете английский язык. A very good researcher in the area of trauma. Очень сильный исследователь, работающий в сфере травматического опыта. Well, what he has helped us, S-E-G-A-L, Siegel, S-E-G-A-L, Siegel. I'll show you, I'll do it. Если кого интересует, сейчас можете переписывать, как он называется. Okay, what he has helped us to understand by using the hand, he's helped us to understand the brain a little better. Используя руку, он помогает нам намного лучше понять мозг. Okay, so I'm going to use my hand. Используем руку. And the palm of my hand is going to represent the brain stem. Ладонь – это клетки мозга. And this is the spinal cord. А это позвоночник. My wrist and the spinal cord, okay. Palm of my hand is the brain stem. That's the back of the brain. То есть задняя часть мозга, уж извините, я в мозгах не разбираюсь. Then my thumb, I'm going to put across the palm of my hand like this. Если я сделаю вот так вот, and what that represents, that's going to be the mid part of the brain. Это центральная часть мозга. And that's the limbic system. Лимбическая система. And then this is going to be, I put down over the thumb. Если я согну That's my prefrontal cortex. Это лобная доля, да? And we know in the brain there's a left hemisphere and a right hemisphere. Мы также знаем, что есть правое и левое полушарие. And it's connected by the corpus callosum. И они чем-то там связываются. And the brain talks to each other all over. И мозг как бы общается. It's having conversations all the time. То есть постоянно идет общение внутри мозга. Right? When the brain looks like this. Правильно, если мозг на это похож. Pretty good brain. Good intact brain. Okay? So this is the limbic system, or the survival part of the brain. То есть это часть мозга, которая отвечает ладонь за выживание. The reptilian brain. Рептильная часть, да? What lives here? What lives here? Что тут 5 живет? things. 5 Ben вещей. told you. It's a test. Я уже говорила вам. Бежать, Это тест. нападать. Да. Run, fight. Yes, absolutely. Оцепление, упасть, Fight, потеря, Faint, yeah. Через сознание. обморок, да. I think I've heard them all. One I'm missing yet. Perhaps it's my fault. Maybe a flop. Well, yeah. Flop. So run, fight, freeze, Бегите, Flight. боритесь, убегайте, faint. притворяйтесь и And теряйте flop. сознание. So flop is like your muscles just go like jelly. То есть вы расслабляетесь от онемения. Okay, and faint you actually go boom. И теряете сознание. So all right, we got those. Those are the 5. That's what lives there. То есть вот что живет в этой части мозга. Okay. Then what lives here? Что живет здесь? Limbic system. Лимбическая система. Yes, emotions, absolutely. Emotions live there. And then what lives up here? Что живет In your здесь? prefrontal cortex. Intellect. Intellect, all right. This is your executive functioning, То есть это как бы исполнительная функция, decision making. где мы принимаем решения. It's where you analyze, То, чем мы compare, анализируем, contrast. сравниваем, противопоставляем, study all those hard things that you learned in psychology. изучаем все эти сложные штучки, которые как психологам пришлось изучать. It's all right here. Все здесь. Okay. So when the brain is functioning, it looks like this. Again, there's the crosstalk, right? То есть мозг вот так выглядит, и опять же там идет общение. But what's happening with many kids who've gone through trauma? Но что происходит с множеством детей, которые Their прошли через brain травму? looks like this. Их мозг выглядит таким образом. The prefrontal cortex is not talking to anything else. Префронтальная зона ничего не сообщает, не общается, не We говорит. call this red alert. Мы говорим, это The состояние child is тревоги. walking around in red alert. И ребенок в состоянии боевой тревоги. And if he looks at me wrong and I feel stressed, Если он посмотрит на меня, и во время стресса ему покажется, что он неправильно на меня посмотрел, emotions, эмоции, what do? что я начинаю делать? React. Реакция. От такую... So, and that's what happens, and that's where many of our kids are. Вот что walking around like происходит, this. и именно так многие дети, с которыми мы работаем, Some are себя like ведут. this, some are like this, some are like this,
but many are like this. Да, то есть Absolutely no free позиции разные, но очень часто, да, вообще нет взаимодействия с префронтальной частью. Okay? I'm going to show you an image that I think you've seen before. I'm going to show you two images. One I think you've seen, one you might not have seen. Я вам покажу два изображения. Одно из них, я думаю, вероятно, вы уже видели, второе, скорее всего, нет. And the first one is just simply it's a brain scan. И первое это просто результат сканирования мозга Of a 3-year-old child. трехлетнего ребенка. And this 3-year-old child on the right side or the left side of your screen Слева будет мозг этого ребенка. is going to be a child who grew up in normal household, normal family. On the left, right? On the left. Слева ребенок, который вырос в нормальной семье. And you've likely seen this before, but I want to show it to you again to kind of anchor us. И очень может быть, что вы уже его видели. And then on the right-hand side, what you're going to see is a child who's experienced extreme neglect. А справа ребенок, который, о котором не заботились. Same age child, both sides. Тот же самый возраст, один возраст на двух изображениях. Same conditions for the scan. Те же самые условия сканирования, Very different brain. но очень разные изображения. Tell me what the first thing is that you notice. Пожалуйста, скажите первое, что вы заметите. Size, exactly. We absolutely know that trauma has the potential to shrink the brain or to hold the brain from growing. Мы уверены, у нас есть точные данные, которые позволяют утверждать, что от стресса мозг либо сжимается, либо просто перестает расти. Это факт. So even without talking about anything else, we're going to look at more here, but even without talking about anything else, what we see is that their brain is different in a child who's not been neglected to the child who was neglected. То есть тут информации больше мы не поговорим, но даже на первый взгляд очевидно, что мозг ребенка, который отчуждение пережил, выглядит совершенно по-иному. Trauma, Травма, the chemicals, химические реакции, affects the brain. то, что влияет на мозг. And we see it absolutely evident in this scan. И этот How many of you seen the scan before? Этот скан, делает это все очевидным. Видели когда-нибудь эти изображения раньше? Okay, good, good, good. It is available. You'll get it, of course, on your PowerPoints. But here's the other thing. Тоже будет идти в изображении, изображение в презентации. The next slide will talk more about this, but I just want you to notice the color definition. Но также хочу попросить, чтобы вы обратили внимание на различия в цветах. Now, first of all, this brain that we're looking at here, this basically shows us the architecture of this brain. Прежде всего, первое изображение показывает структуру мозга. That's the architecture. That's the design of the brain of this normal child. То есть, как должна выглядеть структура мозга здорового ребенка. And we look at the child on the right. А с правой стороны The architecture of that brain is totally different. мы можем сказать, что структура этого мозга существенно отличается. We see that by looking at some of the light and dark that we see. То есть, когда мы смотрим на темные пятна, We see it between the left and the right hemisphere, and looking at some of the dividers. между правой и левой частями разделения, где происходит. Looking at the corpus callosum here, looking at what's going on here. Посмотрите, что здесь в центре. And looking at the differences in terms of some of the lines that come in through here. Также посмотрите, как линии и извилины идут. We could go in details about that. It's not really critical to, but what is important for us Можно углубляться в эту тему, но для нас это не принципиально важно. Что важно, is to say that the brain science and the brain discovery right now is showing us without question важно запомнить, что современная наука неврология говорит нам и не оставляет никакого the difference выбора, in the architecture of a brain. что есть очевидная разница в структуре мозга. What I'm going to show you next are two more scans. Сейчас я вам покажу еще два сканирования мозга. And these are PET scans. И это... Natalia, have you seen the PET scans? Have you seen the Вы PET видели scans? когда-нибудь... Я не знаю, что за сканы. Сейчас вы увидите и поймете. No? Yes? Наверное, активности You'll мозга. know when you see them, you'll know if you saw them. That's a specific. I just wondered, because you've seen them. In the PET scans, what we're seeing is we're seeing more of a three-dimensional, done in color, indicators about different things of the brain, and I'm going to explain. Что нам показывает этот тип сканирования? Трехмерная модель разных зон активности мозга. So when we look at the scan that I'm going to show you in a minute, the bottom of the screen, down here, the bottom of the screen, Внизу скана is going to represent
the reptilian part of the brain. Это будет рептильная, внизу рептильная часть мозга. The middle part of the screen Центральная часть is going to represent the limbic system. лимбическая система. And the top part of the screen will represent the prefrontal cortex. И верхняя часть это лобные доли. Now, when the brain is cross-talking, when it talks to each other, Когда мозг общается сам с собой, it has to be kind of in alignment with the capacity to do that. And what shows on the scan, the capacity is red. что показывает мозг, общаясь, должен иметь для этого определенные возможности, и на этом скане вот эта возможность мозга отображается красным цветом. So when the brain is like this, and it's in full capacity, То есть, когда в лучшем состоянии мозг which is находится, significant brain activity in the survival part, significant red. то есть мы видим много красного в нижней части, We отвечающей should за see выживание. significant red coming into the limbic system Также мы должны видеть в лимбической части много and красной активности significant red in the prefrontal cortex. и серьезная активность красная в лобной доле. And the closer together that we see the red, the easier the crosstalk. И чем больше красного мы видим, тем лучше взаимодействие происходит в мозгу. So what you're going to see here now on the left-hand side of the screen, you're going to see a child who comes from a Romanian orphanage that was severely abused. С левой стороны вы видите изображение мозга ребенка, который приехал из детского дома из Румынии, к которому очень плохо относились. And on the right hand, a child who is a healthy child. А с правой стороны нормальный ребенок, здоровый. And I want you to look at the red. Where's the red? Я хочу, чтобы вы обратили Where внимание is the на child то, operating? где находится красный, да, то есть какая часть мозга активна. Where you see black Там, где вы видите черный or цвет dark purple, или темно-красный, there's no activity there. The brain isn't operating или, there. извините, темно-фиолетовый, нету активности в этих The частях. functions are hindered. То есть подавлены функции этой части Okay, мозга. you ready? Готовы? All right, now let's look at the brain. Now that you know. Remember you're looking for the red. Помните, вы ищете красное. All right, this is the child who's been abused, neglected. This is the healthy child. Для вас слева ребенок из света, Brain stem, справа для вас ребенок в норме. limbic system, Лимбическая система, prefrontal cortex. лобные доли. Look at the architecture. Посмотрите на структуру. How old is this kid? 4, I think. Наверное, 4 года ребенку. Yeah, 4. So what does it say? Give me a story that you see there. What's the story Расскажите telling мне, you? что вы узнаете из этого скана, из этих сканов? Что вы можете предположить? Если ребенок постоянно тревожный. Seems that this kid is always like in feeling of danger. Yes, absolutely. Red alert, right? Да, боевая тревога у ребенка. Безэмоциональный. So no emotions. Yes, exactly. Что у него почти нету познавательных каких-то вот потребностей. То есть Yes, yes, absolutely. This child doesn't have the crosstalk functions in place. Похоже, что его мозг не взаимодействует в разные части так, как должны. So if I ask this child, I say to this child, okay, don't you know that made Olga feel bad? Поэтому, если я спрошу этого ребенка, как тебе кажется, что расстроит Ольгу, It hurt her feelings. что может обидеть ее чувства, задеть, What is this child going to say? что скажет этот ребенок? Ну, вопрос не I don't пойдет. know. That's her problem, not mine. Я не знаю, это ее проблемы, не мои. Okay, you see? Because the child, it's not the child won't, the child can't. Вопрос не в том, что ребенок не хочет, вопрос в том, что он The не child может. is in red alert. So what red alert means is the child is functioning right here. This is red alert. That's where the child is Ребенок functioning. в состоянии боевой готовности, что это значит? Что активность его вся в одной части, в части ответственной за выживание. It's the only place they're functioning. Единственная часть мозга, которая реально работает. The architecture of this brain is quite different. This child has a scared, somebody hits this child.
То есть этот ребенок, ну, у него все функционирует по-другому. Этот ребенок тоже иногда пугался, его тоже видели Child is людей. feeling pretty bad, pretty sad, И он там огорчен, расстроен. and goes into thinking, what would mama say I should do? How should I do this? I better go tell mom, I better walk away from here. Но спереди он думает, что же сделать? Наверное, нужно рассказать маме. Наверное, мама расстроится. Как мне себя вести? So there's crosstalk going on. То есть в его мозгу идет общение. And what we want our parents to understand, our adopted parents and foster parents need to understand when a child reacts in behaviors. И я думаю, что нам нужно донести родителям, опекунам? Что ребенок реагирует, говорит поведением. Oh, forget, not there. When the child reacts in these behaviors, Когда ребенок реагирует, that's what this child is doing. что он This делает? child is in survival. Этот ребенок в состоянии выживания. They're in survival. Он пытается It's выжить. not because they're trying to be disobedient, it's not because they're bad. Дело не в том, что они пытаются быть непослушными или дети плохие по They are своей сути. speaking language, and that language is their behavior of their pain. Они разговаривают на языке, их поведение является этим языком, и этот язык язык боли и страданий. Make sense? Comments or Понимаете, да? questions? Может быть, какие-нибудь комментарии, вопросы? So if we look at this, where children live, and what's happening is that some children live in the calm part of their brain. То есть мы видим, что некоторые дети живут их мозг в состоянии спокойно находится, Other children live in a little bit of alert. а некоторые дети немного в таком возбужденном состоянии беспокойства. And some of our children actually just simply live in the fear part of the brain. They're некоторые in дети full, absolute full-blown red alert. живут просто в постоянном состоянии страха. And they're in fear constantly. Что же делает страх? They're on alert. Who's gonna hurt me next? Вопрос, ребенок, кто меня следующий меня обидит? Кому я могу доверять? And essentially what's happening is they see the world through the lens of their trauma. И проблема в том, что они воспринимают весь мир через призму своей травмы. Number one, what they're experiencing is that they see the world in global language, a global view. Первое, что они переживают, они видят, у них такая глобальная широкая картина этого мира. Everybody hates me. И эта картина в следующем. Every adult is Все bad. меня ненавидят, все взрослые плохие. We talked about this with a fellow that you know. That Мы it's разговаривали. global. There's nothing that is unique in terms that might be good in their life. It's all the same. Everything is seen through the same То lens. есть очень общая картина, нету исключений, все воспринимается через одну и ту же призму. And what fear does, it also suppresses the conscience of a person. Что еще делает страх? Он подавляет сознание. It's not about good and bad anymore. То есть вопрос уже больше не в воспринимается не в категориях хорошего и плохого, правильного и неправильного. Survival. Все воспринимается через категорию выживания. It also shuts off the frontal cortex. We've already talked about that, the thinking part of the brain. Также это выключает часть, ответственную за размышления. And what happens, parents see this, parents see this as being bad behavior. А для родителей это все выглядит как плохое поведение. And what it is survival. На самом деле это выживание. Because what's happened, remember, it's altered the brain chemistry. The brain is not functioning like a child who's not experienced this trauma. Все, что произошло с ребенком, оно изменило то, как функционирует его мозг. То есть его мозг не функционирует как мозг ребенка в норме. The child's not able to discern the needs of others. Ребенок не может распознавать потребности других людей. And what happens is very often the child who's experienced trauma that lives in fear just quits talking. И то, что очень часто происходит, ребенок, который живет в состоянии травмы, он просто перестает разговаривать. So you approach a child who's experienced trauma. То есть вы пытаетесь приблизиться к ребенку, который пережил травму. You say, Irina, И говорите ему, how are you Ирина, feeling? как ты чувствуешь? Irina, share with me what's wrong here. Ирина, расскажи, что с тобой не так? Nothing. Да, что-нибудь не так? It's like the child has given up. Это, все равно, что ребенок сдался. There's no need to use her voice. Нет никакой необходимости, нет смысла пользоваться голосом. And when they do use their voice, it's often in ways that are considered bad behavior by the family. А всегда, когда они все-таки решают воспользоваться голосом, это всегда в формах, которые воспринимаются семьей как плохое поведение.
And what this child is doing is walking around in the survival brain. И что происходит? Ребенок остается в этом цикле выживания, в состоянии боевой тревоги. It breaks my heart. I don't know about you, but it really breaks my heart because I see this in kids all the time that I work with. И я не знаю, как на вас это влияет, но мне это просто разрывает сердце, потому что это вижу постоянно работая с детьми. I look at children that we fostered, and children, even our adopted daughter for a period of time. И мы видели это в детях, над которыми мы брали опеку. Даже наша удочеренная дочь, вначале мы видели это же. And I understand their behavior differently than I did then. И могу сказать, что сейчас я по-другому воспринимаю ее поведение, не так, как я воспринимала его тогда. And that's what we want our parents to do. They need to start to think of things that are through the lens of trauma. И вот чему нужно помочь научиться родителям воспринимать все через призму травмы. Because trauma derails development. Потому что травма, она ломает и портит развитие. Make sense, group? Is this making sense? Are you getting some good information? Есть какая-то полезная информация, складывается в одну картину? Okay. So turn to your partner and says some good information. Поэтому поверните сейчас к своему Turn to somebody and say some партнеру good information. и поделитесь немного just the phrase, or Yes, just some good просто information. скажите хорошая информация. Okay. Скажите. No, I want to hear it. Давайте. Okay. Good. Now, turn back to your partner Сейчас повернитесь к своему партнеру, and tell him not enough yet. но скажите, мне еще Not недостаточно. enough information. Еще недостаточно информации. Good job. Good job. Лучше завтра. Okay, now you've had a nice relaxing afternoon. I'm going to put you to work. А сейчас, когда вы отдохнули после обеда, со мной вы поработаете. You see, oh, that hurt you tonight. When I come and I've been mean, I'm going to put the whip to you. You're going to have to work. Я говорил, да, что это будет легкая часть, а сейчас я буду злым и буду заставлять вас работать. The thing we understand, of course, as Ruby's just been talking to you, is that trauma impacts, trauma derails development. Идея, которую мы пытаемся вам подвести, то, что травма сдерживает, она мешает развитию. So we see different kinds of things, and Ruby's already talked about them. И мы уже видели некоторые проявления этого раньше. So as we look at the whole child, Когда мы смотрим на ребенка в целом, we have physical development, физическое развитие, emotional development, эмоциональное, intellectual development, интеллектуальное, social development, социальное развитие. and that's all covered around in spiritual development. И That's все all. это окружено тем, что называется духовная сфера. Now, in a child that develops, we would say normally, this makes a nice round wheel. Ребенок, который развивается нормально, его картина это такое красивое, идеальное круглое колесо. However, Однако, if trauma impacts the intellectual development, then that won't be round. It'll be a little dip in there. если травма повлияла на интеллектуальное развитие ребенка, то колесо не будет уже круглым. So instead of getting a nice smooth ride, our ride goes bump, diddy bump, because we've got a big dent in that wheel. Поэтому вместо того, чтобы двигаться ровно, как бы движение будет западать на одну часть колеса. So if the child has got maybe physical problems in development, emotional problems, then this can be a really, really rough ride. А если вы представите, что у ребенка еще и в других сферах проблемы, то это может быть такое ужасное путешествие. So what we see in early childhood, what Ruby's just been talking about, is trauma affects the size of the cortex. You saw that. И мы уже говорили об этом, то, что травма, нанесенная в раннем возрасте, может даже влиять на размер мозга. You saw pictures of that. Видели сканы. And simply the crosstalk between the left and the right hemisphere can be affected. А также может оказаться влияние на то, как взаимодействуют части мозга между собой. Now, I want to give you 3 different case studies. Хочу вам показать несколько кейсов. This group, you're going to turn around and make a group of 6. Вы объединитесь в группу 6 человек. In your case study, it's going to be Sarah. И вашим кейсом будет Сара. We'll give it to you in a second.
You're going to turn around and be a group of 6, and your case study would be Larry and Jonathan. Вы объединяетесь, и ваша группа будет работать с Лэри и Джонсоном, наверное. And you're going to have to merge back here, and your case study is going to be Sarah. Вам нужно объединиться, и вашим кейсом тоже будет Сара. So, is the same Sarah? Oh, Abby, sorry. Эбби. Abby. So, page 35, 35-я страница, page 36, 36-я у вас, and page 37. и 37-я у вас. So what I want you to do, Чем я хочу, чтобы вы заняли сейчас? I want you to read it, Прочитайте ее, and then here are the questions that you're going to answer. а потом ответьте на следующие вопросы на слайде. You're going to talk about them together. Обсудите каждый из них. One person can act as a recorder and write down the answers, Один человек может записывать, делать резюме ответов, and then one person will report out. а потом еще один человек сделает доклад. So the first question is, what trauma did Sarah experience? Первый вопрос: какую травму пережил ваш ребенок, Сара, в этом случае? Same with the other two. То есть, какую травму пережил ваш ребенок? The second question is, what's the impact of that trauma? Второй вопрос: какое влияние оказала травма? The third question, Третий what do you вопрос: think is the underlying need for that child? какой основополагающая нужда, потребность этого ребенка? And then the fourth question, И четвертый вопрос: what response какую реакцию? do you think could meet this, possibly meet? Как вы думаете, какая реакция может ответить на эту потребность? We're talking about identifying a behavior, just one. То есть мы определяем поведение, Just one. You can't solve all the problems. So и you're going to возьмите pick one только behavior. одну проблему с поведением, да, то есть не берите все, просто одну проблему возьмите. And then what do you think would be the response that might meet that need that the behavior is talking about? И задайтесь вопросом, какая ваша реакция сможет восполнить ту потребность, реакция на которую стало это поведение. Ruby told you, all behavior has meaning. Мы говорили уже про то, что любое поведение несет свой смысл, послание. Behavior is speaking about the need. Поведение говорит нам о потребности. Sometimes you have to be a detective А иногда нам приходится быть следователем, to figure out what that need is and apply the right response. чтобы мы могли определить, о чем это нам говорит и как правильным образом можем отреагировать на эту нужду. Okay, If I can add one thing, a need is not a service. Нужда — это не та подача, о которой мы говорили, да? Подача-ответ. Подача-ответ. A service is a response to a need. Подача — это реакция на нужду. For example, parenting class is a service. Например, занятие для родителей — это подача. And it's a response to the need of the parent to be able to demonstrate safety, permanence, and well-being. Это реакция на нужду родителей научиться нормально строить отношения с детьми. do you understand your instructions? Нет, да? Okay, so you have 5 minutes to read it and 10 minutes to come up with the answers, and then we'll report out. Нормально или нужна еще информация? Про что? So can you explain more about this service? Service, yeah, and... A need is not a service. So at the top of the circle, То есть подача, верхняя часть этого круга. a need has more to do with development, social, emotional, physical, and emotional. Нужда больше связана с развитием там, социальным, интеллектуальным, For эмоциональным, example, a физическим. child could need safety. Например, у ребенка есть A потребность в child could безопасности, need confidence. потребность в уверенности, A child could need excitement or fun or freedom or play. или нужда в радости, развлечении, в A игре. service А подача could be play therapy, — это игровая терапия, art therapy, арт-терапия, counseling. Those are services. консультация. Ну, вот что является подачей. Okay? Okay, ready, set, go. Для бизнеса, не для психологии и социологии. We just benefit. Нам просто повезло. But one of the things he says I think is really brilliant. He says, I'm sorry, go ahead. Да, но одна из идей, которую он сказал, была особенно яркая. He says if the only tool you have is a hammer, Он говорит, если единственный инструмент, который у вас есть, это молоток, then everything looks like a nail. тогда все, что вы видите, вам похоже на гвоздь. It makes sense? Да, The only tool I have is a понятно. hammer.
Everything looks like a Не nail. ходите с молотком. The same is true with trauma. Похоже и справедливо в отношении травмы. If the only tool we have as psychologists and social workers is trauma-informed information, Если как психологи, социальные работники, единственный инструмент, который у нас есть, это информированность о травматических переживаниях, то тогда для нас все выглядит как травматическое переживание. so we have to recognize that with our parents it's the same thing when we teach them this information. Поэтому нам нужно понимать, что когда мы учим родителей, передаем им эту информацию, If the only thing they understand is trauma, then everything's going to look like trauma. если единственное, что мы передадим, это знание о травме, они все будут воспринимать как травматическое What переживание. about autism? Как, например, аутизм, What about sensory processing disorder? проблемы расстройства с восприятием информации. What about fetal alcohol syndrome? Sorry? What about fetal alcohol syndrome? Повреждение плода алкогольное, да? Что-то такое Okay. есть. So I could go on and on. И можно продолжать So, много. We have many different potential assessment Поэтому у нас есть очень много outcomes. потенциальных оценок, потенциальной оценки результатов. And so it's really important for us as a professional И поэтому для нас, как для специалистов, очень to важно, help our families know, as we teach them this, чтобы семьи, когда мы родителей обучаем этому, они понимали, что кроме этого that it's important that we as a professional do differential assessments. помогали давать дифференцированную оценку. Okay, because there are many other possibilities and why the child is behaving the way they're behaving. Потому что также есть много других причин, почему ребенок ведет себя так, как он себя ведет. Okay, I just really want to make that point because what Lynn said is so important. Это просто момент, который я хотела подчеркнуть, потому что то, что Лина рассказывала, это очень важно. That we don't get stuck and just look at everything as trauma. И очень важно, чтобы мы не застряли и не начали все рассматривать как травматическое Because переживание. we're going to look at more things. We're going to look at sensory processing disorder for sure. И мы много на что будем смотреть, мы будем рассматривать на расстройство сенсорного But we восприятия. also want to recognize many of the children we work with have fetal alcohol syndrome. Но также нам нужно признать, что многие из детей, с которыми мы будем работать, у них результат повреждения плода алкоголем. Right? You work with children. So what we know is fetal alcohol syndrome, and the damage that it does to the brain is absolutely 100% incurable. Потому что мы знаем, что если повреждение мозга было в результате отравления плода алкоголем, то это повреждение на 100% не восстанавливается. You can't cure that. То есть это нельзя вылечить. And so we want our families to know that if you've got a child you're working with that has fetal alcohol syndrome, Поэтому мы должны сообщать семьям, которые собираются брать ребенка с повреждением мозга от алкоголя, outside of a miracle, что если вынести за скобки that's a вариант lifelong чуда, diagnosis for that child. то это неизлечимый диагноз для ребенка. Those trauma strategies, like Lynn said, Поэтому стратегии по работе с травмами, как говорил Лин, we can implement those strategies for children who have fetal alcohol syndrome. мы можем применять эти стратегии к ребенку с алкогольным повреждением плода. And if we can get those neurons to connect, Если у нас получится связать эти нейроны, we can help even children with fetal alcohol syndrome learn behaviors мы сможем даже ребенку с таким типом повреждения that are going to поможем help them. научить его определенному поведению и помочь ему. That's the hope we have. Но это вариант надежды только. But it's not going to change the damage that the fetal alcohol. Но сами эти стратегии не поправят те физиологические повреждения в результате повреждения Make алкоголя. sense? Понятно, Okay. да? So when I look at then the domains of impairment, we've looked at development, just very quick here, we're going to break. Когда я смотрю на сферу развития, мы очень быстренько по ним пройдемся. That there, and you have a great handout. Why don't we turn to that right У now? вас есть раздаточные материалы. Посмотрите где-то. It's on page 38. 38-я страница. So essentially what we have here, we have a look at different domains. То есть тут мы смотрим на разные сферы. And we know that trauma affects development and it affects these domains И мы potentially. знаем, что травма влияет на развитие, и она влияет на эти сферы. So what we see is we see often that children who have experienced trauma are finding attachment difficult. И очень часто дети, пережившие травму, потом встречаются с проблемой с привязанностью.
They could have disorganized attachment, they could find it difficult to attach, Может быть, или им сложно, в принципе, выстраивать привязанность, loosely или attached. она может быть непостоянная, странная. We see issues in biology. Мы также We'll видим talk a little проблемы bit about that. в биологии. We see affect regulation challenges. Также мы видим проблемы с управлением эмоциями. We see disassociation Диссоциация происходит. and issues for them to be able to control their behavior. They have great difficulty, form impulses, etc. Очень часто бывают проблемы с контролем поведения, неконтролируемые импульсы, Cognitive issues and as well self-concept issues. проблемы с познавательной функцией. Now, there's a lot of information in here. I'll let you look at that И later само this evening. восприятие. Тут больше информации, сможете сегодня вечером еще посмотреть сами. But one of the things I want to remind you of, Но одна из идей, которую я хочу вам напомнить the сейчас, material that we're looking at материалы, которые мы сегодня is изучаем сейчас, written for you to be able to deliver to your families. написаны для того, чтобы вы были способны донести до своих семей. We have to be very careful to be able to speak in a language they can understand us, or we scare them to death. Донести идею, и что очень важно, мы должны уметь разговаривать на их языке, And Natasha, иначе мы их просто напугаем. that's relative to what you were saying earlier. И это that you Наташа, appreciate. справедливо, относительно того, что вы говорили раньше немного. We have to be able to give it to them, but to give it concisely and thoroughly, Нам нужно не просто передать эту информацию, но мы должны передать and at ее a level понятно, that we take the complex science убедительно на их языке, на их уровне, чтобы and deliver it to them so they understand it. взять этот сложный научный кусок, но донести для них так, чтобы они могли его воспринять. What we've delivered to you today will do that. И сегодня мы пытаемся делать это. And it's really, when you get the trainer guide, the big trainer guide, this is the trainer Здесь guide, можете получить has to be translated yet. такие инструкции для людей, которые будут проводить обучение. But you've got step-by-step instructions И здесь будут пошаговые инструкции, that look like, I'm going to give you a page here, show you kind of what it looks like, чтобы вы могли посмотреть, как это выглядит. that has both the, it has your information and it has the PowerPoints you То use. есть здесь информация и PowerPoint, презентацию, которую вы можете использовать. So you can pull out a lesson То есть вы можете взять урок and deliver that to families and to a group of people. и донести семьям или какой-то другой группе лиц, понятно. So the notes you're taking, Те заметки, которые вы the делаете, handout you have that you're writing on, материалы the раздаточные, которые у вас PowerPoints and the есть, videos you receive PowerPoint и видео, которые are вы all получите, tools that are going to be there to help you do that. все это инструменты, которые могут вам помочь в этой миссии. So please, chase, that means you chase the translation of this document Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы эти материалы были переведены. because it's what you need. Потому что это то, что вам очень нужно. I promise you, Я we've обещаю, been able to take this information. I've trained this information to psychiatrists, to high-level medical field all over the world. я могу сказать, что я этими материалами делилась с психиатрами, с очень высококвалифицированными медработниками по всему миру. And the major appreciation I get again and again for the material И все больше и больше благодарности приходит по этим материалам. goes back to Natasha, your comment. И все это возвращается к тому комментарию, который Наталья у вас It, был. it comes in and it feels real. Потому что на месте это становится чем-то реальным. Okay? So think about your group. Think about who you'll be training. I want to know who those people might be tomorrow. Share Поэтому with us. подумайте о тех, с кем вы, возможно, будете заниматься. Я попросил бы, хотел завтра бы узнать, с кем вы будете работать, с какими людьми. Now, I'm going to give you an assignment. А сейчас, уже извините, я дам вам It's a задание. simple one. Очень простое. It's to go home and rest well Отправляйтесь домой и хорошо отдохните. and show up tomorrow И приходите завтра and use your voice. и используйте свой голос. Lynn and I both really want to hear your questions. Нам очень хотелось бы с Лином вместе услышать ваши вопросы. And group, we want to hear your skepticism. Я не понимаю ваш скептицизм. Challenge us. И мы хотели бы его услышать. Push Давайте us. нам вызовы. Push us. Push us. Толкайте нас. We can go as deep as you want to go, Мы готовы углубляться настолько, насколько вы or хотите. stay as shallow as you want to go. Или оставаться на поверхности, на том Here's the уровне, big котором вам issue. интересно. If we don't know something, Проблема в том, что если мы чего-то не знаем,
знаем, we'll tell you. мы вам расскажем все. We don't know. Okay, last thing. This is what you were asking for earlier. Вот последний момент, это то, про что вы просили чуть раньше, 10 факторов. I've gone back and taken the assessment and used the words from the assessment. Я взяла из оценки эти слова. Child, Относительно ребенка, emotional abuse. эмоциональное насилие. This is the ACE study. Да, это серьезное исследование. Physical abuse, Физическое насилие, sexual abuse, сексуальное насилие, poverty, бедность and feeling unloved. и ощущение себя нелюбимым. Okay? The adults, the family, Взрослая семья, domestic violence, и домашнее насилие, drug and alcohol abuse, алкогольная и наркотическая зависимость, prison, тюрьма, divorce. развод. That wasn't in your other one. Не было And в the начале. environment, instead of poverty, the environment is one where there are mental health issues in the family. It's showing up in the family. А пятый показатель, вместо вы написали бедность, но на самом деле это ментальные проблемы в окружении, в семье, Which если includes это расстройство. Talks of suicide, threats of То suicide, есть суицидальные попытки, суицидальные намерения, threats of harm, угрозы здоровью, chaotic environment. хаотическое окружение. There you are. And I'll have the assessment. Они тоже у вас будут. Okay. Any questions for what Все, we're какие-нибудь вопросы уже в самом конце? Мы по русской традиции переспим с информацией, потом будем вопросы задавать. Traditional will sleep out with this information. Okay. Super, super, super. Okay. Ясно. Spokoni noche, go home, go to sleep. Thank you very much. It's been a good day. Спокойной ночи, спасибо, идите хорошо отдохните.